Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на декабрь 2025 года для скорпионов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог. И все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. Но это не значит, что они не работают. Просто я рекомендую вам смотреть это видео по своему восходящему знаку либо асценденту в ведической астрологии. Как узнать свой восходящий знак либо асцендент? Я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. Ссылка будет также в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце было в тех или иных знаках по ведической астрологии и фактически. И в таком случае найдите свою дату и смотрите видео, соответствующее вашей дате рождения. Ну а теперь давайте говорить о том, что же декабрь обещает скорпионам. 5 декабря будет полнолуние в вашем седьмом доме гороскопа. Седьмой дом — дом брака, партнерства, личной жизни. Полнолуние в седьмом доме гороскопа — это период завершения какого-то этапа в партнерстве, либо завершения какого-то жизненного этапа у ваших партнеров, выход из каких-то коллективов и команд, может быть, либо смена какого-то коллектива и команды. Второе важное событие: с 5 декабря по 1 июня Юпитер повторно будет идти по вашему восьмому дому гороскопа. Он, по сути, ненадолго заходил в ваш девятый дом гороскопа и сейчас возвращается. Доделать, возможно, какие-то дела нужно, либо еще немного подождать, потому что не дошел Юпитер немножко по срокам, столько, сколько он должен ходить по одному знаку. Значит, что говорит Юпитер в вашем восьмом доме гороскопа? Ну, я много информации получала на эту тему. Конкретно в вашем случае он указывает, что либо вы своими деньгами поддерживаете партнеров, либо вы просите у кого-то поддерживать вас деньгами. По-разному. Смотрите, как у вас было в прошлом году, то есть в 2025 году, когда Юпитер до октября шел по восьмому дому гороскопа. Но вот он такую комбинацию создавал. Также он создавал комбинацию на какое-то прерванное обучение, либо обучение какое-то внезапное, либо обучение какое-то тайное, какие-то переживания из-за детей, которые могут повториться, либо какие-то переживания из-за учебы, которые тоже могут повториться. Тайные романы, у кого были тайные романы и они заглохли, например, они могут возобновиться точно так же по транзиту Юпитера по восьмому дому гороскопа. Ну и в целом у некоторых, конечно, это много разных неожиданных перемен, потому что Юпитер здесь расширяет тему восьмого дома гороскопа. Это может быть и эзотерика, это может быть и неожиданные перемены, это может быть интерес к таким темам, как психология, как инвестиции, может быть, что-то тайное, что-то запретное, все в таком роде. С 6 декабря по 29 декабря еще один повторный транзит Меркурий повторно возвращается в ваш первый дом гороскопа. И на самом деле это такой транзит на небольшую известность. И вспомните, чем вы занимались в первой половине ноября, может быть, до середины ноября, потому что Меркурий уже шел по вашему первому дому гороскопа, потом вернулся в ретроградном движении в 12 дом гороскопа. И вот, значит, этот транзит Меркурия по первому дому гороскопа, он может повторить какие-то в тех или иных сочетаниях события в вашей жизни, связанные с тем, что вы много рассказываете о себе. Вы, возможно, рассылаете резюме, ищете работу, возможно, с кем-то знакомитесь, возможно, проводите какую-то самопрезентацию, возможно, где-то на минуточку становитесь более знаменитым. Это все результат Меркурия в первом доме гороскопа. Вообще интерес к себе, о себе, про себя, поговорить, что-то обсудить, что-то, может быть, посчитать, измерить, запомнить. Все, что касается нашей личности. А помимо этого, исполнить какую-то свою мечту. Если вы не доделали, хотели что-то в ноябре,
получить какие-то подарки. Если вам кто-то так и не подарил подарок, то, возможно, наконец-то вам какой-то подарок презентуют. Цели, связанные с собой, со своим саморазвитием, откорректировать, откалибровать. Это все по транзиту Меркурия по первому дому гороскопа. Ну, а с 7 декабря начинает смещаться фокус вашего внимания. То есть все планеты были в вашем первом доме гороскопа, давали вам возможность где-то светить, звездить. Сейчас фокус внимания смещается ваш на второй дом гороскопа. С 7 декабря по 16 января Марс будет идти по вашему второму дому гороскопа. И Марс — это управитель всего вашего гороскопа, главная планета, то есть это как бы мы сами перемещаемся. Куда мы перемещаемся? Мы перемещаемся в сферу ресурсов наших, которые у нас есть, денег, родительской семьи, зубы, зрение. Это все у нас относится ко второму дому гороскопа. Значит, ну, сам по себе Марс для второго дома гороскопа — это не очень классная комбинация, потому что там у нас все-таки зубы, там у нас зрение и может быть желание стоматологические какие-то процедуры, лечение зубов, лечение зрения в том числе, лор органов. Но это период может быть еще такой простудный, поэтому старайтесь не простужаться, старайтесь теплее одеваться, потому что лор-органы и Марс у нас обычно дает какие-то простудные заболевания в транзите по второму дому гороскопа. Это уже неоднократно замечено, поэтому берегите. И что еще? Это, конечно, могут быть споры из-за денег, но поскольку это управитель всего вашего гороскопа, это еще такая тема, что вы будете направлены посчитать, сколько у меня есть денег, как мне заработать. То есть даже обычно, вот когда так управитель всего гороскопа направлен, всегда мысли, где мне еще заработать денег, как мне еще заработать денег, на что-то, может быть, собрать на что-то. В некоторых случаях у скорпионов такой транзит может означать в прямом смысле мысли о покупке недвижимости, о покупке земли какой-то, либо, может быть, даже и соберетесь вы это делать. Но есть здесь указание на то, что кто-то из скорпионов может брать ипотеку, может брать какие-то и долговые обязательства на себя. Вообще Марс — это техника еще у нас. И может быть покупка какой-то крупной техники. То есть Марс дает вот эту вот мысли о деньгах, но при этом еще и что-то купить. Он и транжирство тоже дает, он дает и большие расходы в том числе. Может быть какое-то разногласие с родителями, либо у родителей вы можете спорить с родителями, но это вот только начало такого транзита, потом у нас немножко выровняется. С 16 декабря по 14 января в этот же второй дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце у вас что-то прояснит по финансам, по родителям, может быть, в родительской семье какие-то праздники. Солнце будет давать склонность тоже к крупным тратам денег, каким-то крупным покупкам, скорее такого характера, как ну, что-то бросающееся в глаза, либо что-то престижное, что-то статусное, что-то, что вы обычно себе не позволяете купить. И у каждого, конечно, это разный уровень. Но еще Солнце может давать такое, знаете, что вы своим статусом как-то влияете на родителей. Допустим, что-то для родителей делаете, какую-то протекцию. Еще у некоторых скорпионов, особенно у тех, кто работает в госструктурах, может быть повышение уровня дохода, повышение заработной платы. И в целом этот транзит хорошо для повышения уровня дохода. И это период, когда вы можете зарабатывать на собственной экспертизе, на собственном статусе. То есть получили какой-то статус, и от этого вам причитаются какие-то деньги. Ну, допустим, стали родителями, и вам начисляют детское пособие. Это, в принципе, тоже такая может быть история. 20 декабря в этом же втором доме гороскопа будет новолуние. Новолуние во втором доме гороскопа — это хорошо, оно может давать новый источник дохода, либо тоже напрямую указывать на повышение заработной платы, либо новолуние во втором доме гороскопа некоторым скорпионам может дать новую работу. То есть новый источник дохода — это новая работа, либо подработка какая-то, либо может быть какая-то выплата, премия. И также новолуние во втором доме гороскопа может давать какие-то новые события, какую-то ну, значимые, да, события в родительской семье, ну и что-то еще может быть для
зрения, для зубов, очки сделать. Вот это тоже может быть по новолунию во втором доме гороскопа. И с 20 декабря по 13 января еще во второй дом гороскопа зайдет и Венера. Чувствуете, какая там будет турбулентность финансовая? Но Венера, в принципе, это планета денег, в доме денег, она там делает благо, улучшает. Конечно, Венера тоже на расходы, но она еще может дать вам поступление дохода от иностранцев или закрытых организаций, а, финансы от партнеров, и у вас так интересно будет с партнерами какой-то обмен финансовый. Но еще Венера — это планета красоты, поэтому желание украшать лицо, зубы, зрение, опять же, то есть тема очки, может быть, какие-то заказать, тема, может быть, какие-то процедуры для зубов сделать, чистку, улучшение, что-то вот такое тоже будет. У вас в целом есть такие темы, что вы будете здоровьем заниматься именно вот лица, может быть, кожей тоже. Что-то вот будет вас интересовать, тем более, что Венера, планета красоты, она идет по дому голоса. Может быть, кстати, речь как-то улучшать, заниматься речью тоже может быть. Ну и если Марс в отношения с родителями привнесет немножко хаоса, то Венера даст возможность их смягчить и улучшить, наладить. В некоторых случаях у скорпионов, ну вот сейчас такие транзиты идут, что может быть расставание, разлука в личной жизни, или тоже Венера, кстати, может давать выход из какой-то команды. И с 29 декабря по 17 января еще и Меркурий зайдет в ваш второй дом гороскопа, и тут уже будет вообще очень много разговоров про деньги. Деньги, деньги считать. Ну и с родителями тоже много разговоров, переговоров. И помимо этого еще много разговоров, может быть, опять же, тоже про зубы, про зрение, про сон, про энергию, про то, сколько я трачу сил на домашние дела, на рабочие дела, вот это вот распределение ресурсов. Также Меркурий с Юпитером одновременно вот на этой оси второго и восьмого дома гороскопа наши деньги, чужие деньги будут создавать очень мощный обмен. Это, с одной стороны, как бы такая комбинация, как будто бы ты мне, я тебе, я партнеру даю, партнер мне дает. Либо у вас такая турбулентность, что сегодня один очень много зарабатывает, завтра второй очень много зарабатывает, либо вы одновременно очень много начнете зарабатывать, потому что таким образом укрепляются два дома денег. Но Меркурий еще формирует комбинацию на то, чтобы выводить деньги со счетов с накоплений на наличные, если у вас есть счета накопления, на то, чтобы тратить свои накопления, опять же, на зубы, на зрение, на родителей, может быть. И помимо этого еще Меркурий создает комбинацию на то, чтобы планировать финансы планировать. То есть, возможно, составлять какой-то график, опять же, возможно, планировать, что я вот за столько времени там куплю вот какие-то такие истории тоже могут быть. То есть у вас перед Новым годом голова забита деньгами будет очень сильно и на Новый год, и после Нового года деньгами, и с родителями тоже какие-то вопросы будут решаться, но, возможно, вы будете планировать какие-то крупные покупки и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на декабрь для скорпионов 2025 года. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!